Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео мы разберем пример существующей дороги с условным номером 101. Так, я сейчас нахожусь в папке, где у меня распакован релиз. Захожу в него, пример отчетов, QCA Галиют 101. Здесь у нас еще есть две папки. Это файлы с входными измерениями. Существующая дорога, поэтому есть измерение до начала работ и кабала, приемка после завершения работ. Здесь для третьей и четвертой полосы измерение до начала работ в отдельных файлах, а приемка в одном файле на двух листах. И здесь две папки с разной разметкой у этого участка дороги, с координатами конца перекрестка и без них, где XY это, соответственно, с координатами, вот это без XY, без координат. Начнем с координатами. То есть они не должны сильно отличаться. Посмотрим здесь. Сразу давайте на разметку, чем отличается. Вот мы видим, что у нас начало участка и начало перекрестка сразу же с координатами нулевой, соответственно, метр. Здесь, в отличие от новых дорог, не хатахи, а координаты и вот еще метры. И конец перекрестка также с координатами через 50 метров. И конец всего участка. А в папке JM у конца перекрестка нет координат. То есть программа сама определяет, на каком измерении заканчивается этот перекресток на основе отсчета этих 50 метров. Далее идем сюда. И здесь у нас для 4 основных режимов расчета, про которые подробнее говорилось в видео про новую дорогу с условным номером 103. И здесь, соответственно, мы начнем с отчетов, которые со всеми включенными режимами. Опять нолики в этой папке соответствуют еще не рассчитанным отчетам. Нолики на конце, я имею в виду в названии файлов. Нас интересуют рассчитанные. Так, третья полоса. Открываем. А сейчас еще одна вставка, которая была сделана уже после записи основной части этого видео. Такая же вставка, какая была при рассмотрении примеров по дороге с условным номером 103. Мы уже после записи выяснили, что у нас осталось нереализованным вот это требование о том, что соседние участки, которые идут на переделку, если между ними менее 60 метров, все промежуточные между ними также идут на переделку. Мы, чтобы не перезаписывать основную часть этого видео, оставляем ее как есть и просто покажем, какие отчеты получаются после доработки программы, реализации в ней вот этого пункта. Соответственно, будут вставки, в которых мы показываем разницу между тем, что было до реализации этого пункта и после. Ну, по дорогам 101 и 101 почерк 2. Увеличим. Так, 101 дорога, третья полоса, все режимы включены. Здесь у нас, в отличие от новых дорог, сразу обращу внимание, настройки в соответствии с спецификацией нетевой Израиля отличаются. Здесь у нас есть допуск для 10-метровок 0,6 и применяется штраф 20% на каждую единицу отклонения. Ну, там в спецификации написано 2% на каждую 1/10 отклонения. Ну, здесь это на единицу задается в программе. Итак, соответственно, у нас для новых дорог этого не было. Там в аналогичном поле стоит 0. Сейчас давайте подробнее посмотрим, как у нас формируются требования к 100-метровкам и 10-метровкам. У нас верхняя полоса из 3 слоев. Вот у нас настраивается тип асфальта в этих слоях.
Теперь идем в настройки. Вот смотрим, это у нас для существующих дорог. Мы видим, что для 100-метровок значение устанавливается в зависимости от среднего значения по 100-метровке до начала работ и в зависимости от типа асфальта или полосы. А для 10-метровок значение увеличивается на 1,5. То есть то требование, которое мы получаем для 100-метровки, увеличивается на 1,5. Вместо x подставляется среднее значение, которое было до начала работ. Значит, если у нас среднее значение до начала работ было менее 1,2, то оно может быть 1,2. Это нормально. То есть может даже чуть-чуть ухудшиться. 1,2 это считается нормальным значением. Если оно было до 1,5, то не должно стать хуже. X означает то, что было. Так же, как и здесь. Значит, до 2, если, то должно быть не более 1,5. До 2,5 не более 1,7. До 4 не более 2. Для SMA не более 1,8. И если было более 4, то то значение, которое было, должно быть уменьшено на 1,8, а для SMA на 2,2. Это максимальное допустимое значение, без штрафов. Теперь давайте посмотрим, как это применяется на практике. Итак, у нас средние значения были 3,88, 3,15, 3,63, 5,01. То есть все значения в диапазоне от 2,5 до 4, а это более 4. Соответственно, от 2,5 до 4 у нас применяется для данного вида асфальта 2, а здесь оно уменьшается на 1,8. То есть должно стать 2, 2, 2, 3,21. Смотрим. 2, 2, 2, 3,21. Но это для нижнего слоя. А так как у нас верхний слой, а всего слоев 3, то эти требования ужесточаются. А именно дальше для двойки берется, подставляется в эту таблицу двойка, и материал соответствующей полосы. У нас везде не одинаковые, но в принципе они могли отличаться. То есть, соответственно, подставлялось бы из другой колонки, если бы другой был вид асфальта. Соответственно, для двойки она у нас попадает в диапазон от 2 до 2,5. То есть нижняя граница у нас всегда включается, верхняя исключается. Здесь 1,7 применяется. А для 3,21, соответственно, применяется двойка. Вот мы получаем 1,7, двойка. И далее опять для двойки применяется еще один слой, 1,7 получаем. А для 1,7 мы получаем 1,5. Вот таким образом. И в итоге у нас здесь определяются для всех слоев требования, а потом выбирается, так как у нас верхний слой, то выбирается из этой колонки. Если бы у нас был не верхний слой, а, например, средний, то есть было бы также 3 слоя, но было бы здесь среднее, то выбралось бы вот из этой колонки, из средней. Ну и для нижней выбралось бы из вот этой. Здесь у нас верхняя, поэтому выбирается из этой. Дальше для 10-метровок требования увеличиваются на 1,5. Все на 1,5 увеличивается. И других послаблений у нас здесь нет. Если бы у нас был один слой, то было бы еще послабление 0,2. Здесь.
но у нас здесь более одного слоя, поэтому этого послабления нет. Таким образом, у нас здесь в итоге по 100-метровке 1,5, 1,7, по 10-метровкам 3, 3,2. Посмотрим, как это применяется. Вот у нас 100-метровка, 1,5, 1,7 требования. И здесь 3, 3,2 требования по 10-метровкам. Вот таким образом у нас определяются требования к 100-метровкам, 10-метровкам для существующих дорог в зависимости от количества слоев, их материалов и того, какой слой мы сейчас рассматриваем. А пример дороги с одним слоем, где здесь будет послабление дополнительное 0,2, это пример дороги 101/2. Он будет рассмотрен в отдельном видео. Сейчас посмотрим, как это работает. Вот у нас эта ситуация. То есть для 100-метровок все аналогично. Как и там, немножко другие просто критерии. Вот. На них еще попозже посмотрим. А сейчас сразу посмотрим на разницу. Здесь есть определенные тонкости. Вот у нас возникла разница 0,37, которая как раз укладывается в 0,6. Сейчас я открою еще Excel-ную версию отчета. Там удобнее будет смотреть на детали расчета. Так, открыли Excel-ную версию. Чуть увеличим. Вот у нас разница 0,37 возникла. Это 3,30, разница превышения приемки 3,37 над требуемой 3. Вот. И здесь у нас в деталях больше информации. Умножается, соответственно, на 20%. Получаем 7,4%. Ну, дальше все это проверяется, что не больше 50%, потому что в случае, если штраф больше 50%, так же, как и для 100-метровки, вот этот СОФИ, он такой же, если до 50%, а если больше, тогда превращается это в пирук. А пирук у нас для 100-метровок это 75% от всей 100-метровки, а для 10-метровки это вся 10-метровка, все ее 100%. Вот, и здесь для 10-метровок, если больше 0,6, да, такой ситуации у нас здесь нет, в другом отчете увидим, то там тоже идет это вот на пирук. Но это мы в других отчетах увидим. Сейчас пока не будем забегать вперед, чтобы наглядно посмотреть. И вот получается у нас 7,4 окончательно. Все вот эти суммарные отклонения, значит, они здесь вот суммируются, умножаются на 20%. Вот. И здесь это применяется к площади 100-метровки. Получаем 7,4% от 100 умножить на 3,5 от 350. Да, 25,9 получается. Вот у нас здесь как раз пример, когда два отклонения, и причем у нас не полная 100-метровка. Так вот, вот эти отклонения складываются, то есть 0,95 умножается, ну тут округление небольшое есть, то есть умножается на 20%, получается 19%. Ну, из округления на самом деле получаем 18,9. Оно меньше 50, поэтому также и остается 18,9 и применяется к площади 100-метровки. Несмотря на то, что здесь у нас 50 метров, конкретно на этом отрезке, но здесь именно каждая 10-метровка как бы в отдельности. Вот, и потом это применяется именно к 100-метровке. Ну или как в спецификации это в примерах подробнее разъяснено. Здесь умножается оно на 10, вот, а потом уже применяется как бы к площади 10-метровки. Ну и вот у нас здесь, ну, чуть меньше, чем пятая часть от 350. Пятая часть это от 350-70, здесь вот чуть меньше.
Получаем 66,2. Далее тут у нас, как и для новых дорог, максимум выбирается между результатом для 100-метровки и для 10-метровок. Так, давайте еще посмотрим на детали в части требований. Вот у нас требования. Мы видим для существующих дорог требования зависят от того, какие были начальные условия. Для этого нужны измерения, которые в начале. То есть чем хуже было, тем, соответственно, и требования слабее. То есть больше разрешается значение. И вот у нас получается это то, что было на входе. Среднее по 100-метровкам. Здесь 3,88. Здесь 5,01. Вот 3,63. И максимальное по десяткам 6,15, 6,57, 6,34. На основе этого у нас и формируются требования. Вот мы видим, что там, где среднее было больше, в последнем, соответственно, и требования послабее, то есть более высокое значение допускается. Вот. Ну и по десяткам тут просто 1,5 добавляется. Так, ну и послабления здесь нет. То есть у нас есть перекресток, но он просто откидывается. То есть никаких послаблений по требованиям нет. Именно в числовом выражении. То есть точно такие же значения результирующие у нас. Ну и, соответственно, получаем мы по 100-метровкам отклонение 0,12, это 1,62 превышение над 1,5. Здесь 0,99, 2,69 превышение над 1,7. Это среднее по 100-метровке. Ну, это так же, как и для новых дорог. Все точно так же. Просто в данном случае умножается на, смотрим настройки, на 20%. Проценты также проверяется на не превышает ли 50%. Единственное, что вот 0,99 превышает допустимый 0,6. И поэтому мы идем на переделку. А переделка соответствует 75% штрафу на этой 100-метровке. Соответственно, вот у нас получилось 131. Но здесь 131 метр, то есть 75% от площади этого участка. Это у нас не 100-метровка на самом деле, а 50 метров. Поэтому 75% от 175. Вот получаем 131. И в итоге все это у нас вот складывается. Получается вот такой вот штраф. А сейчас давайте посмотрим отчет по этой же полосе, рассчитанный в режиме без послаблений. И со всеми остальными режимами такими же включенными. И откроем сразу же Excel версию. Перейдем на лист с деталями. Так, мы сразу видим, что у нас в первой строке пошло отличие, потому что здесь у нас был перекресток, который мы пропускали, и начиналась новая 100-метровка. А здесь они не откидываются, и тут как раз в начале идут проблемные значения. 100-метровка продолжается, и из-за этих значений у нас среднее по 100-метровке плохое, ну больше 0,6, что приводит к переделке уже на основе среднего по 100-метровке. Также, соответственно, пошел сдвиг отсчета 100-метровок. В конце у нас тоже она идет на переделку,
как и здесь, но здесь 0,99 отклонение по средней, а здесь 0,68, то есть чуть больше, чем 0,6. За счет того, что больше 10-метровок и средняя получилась получше, больше нормальных 10-метровок. Здесь 2 из 5 проблемные, а здесь 2 из 9. Поэтому чуть-чуть не хватило, чтобы этот критерий не привел к переделке. При этом также видим интересный результат здесь, которого еще мы не видели ранее. У нас 10-метровка также, 2 даже 10-метровки, у которых расхождение превышает 0,6, поэтому они идут на переделку, но при этом мы видим, что и 0,37 пошла на переделку, хотя вроде бы на первый взгляд это меньше 0,6, и оно должно приводить только к штрафу. Но здесь также учитывается критерий, что соседние 10-метровки также идут на переделку у проблемной. Поэтому соседняя у первой, в данном случае вот это идет на переделку, и вот это идет на переделку. Соответственно, в штраф она уже не попадает, вот это 0,37, потому что она попала уже сюда. Вот, ну дальше здесь просто максимум срабатывает уже. Так, взглянем на детали. То есть критерий у нас тут 1,5, 1,5, 1,7. Сравним их с отчетом с послаблениями. Это у нас откидывается перекресток 1,5, 1,5, 1,5, 1,7. Точно так же. Такие же критерии. По 10-метровкам, соответственно, ну такие же, да, мы видим 0,37 отклонения. То есть все так же в плане числовых критериев. Таким образом мы получили гораздо более высокий штраф без послаблений, что естественно. И естественно, что вот эти значения вначале оказались проблемными, потому что для этого это послабление с перекрестками и введено, что там сложнее обеспечить гладкость. Ну и давайте глянем еще на 4-ю полосу. Да, и мы видим, что здесь гораздо хуже результат, практически такой же, как без послаблений по 3-й полосе. За счет чего же у нас это произошло? Первая вот эта 100-метровка идет на переделку, но она соответствует последней 100-метровке. Здесь она тоже пошла на переделку, так же как и здесь. То есть это аналогично. Но здесь повлияло еще и нарезка, потому что здесь вся 100-метровка пошла на переделку, в то время как здесь только ее половина из-за нарезки. Здесь 90 метров пошла на переделку без послаблений 3-й полосы. И дальше мы видим еще, что есть по одному значению, у которой выше допустимых 0,6 расхождения. И, соответственно, соседние с ними тоже пошли. То есть по 30 метров еще здесь пошло. Вот они дали 105 метров квадратных площади. И в итоге получили такой большой штраф. Теперь давайте посмотрим, что без послаблений. Еще больше, потому что еще и в конце у нас здесь был перекресток,
который был отброшен. А здесь он не был отброшен и был рассмотрен вместе вот с этими 10-метровками, первыми 5. И все это привело к тому, что средняя по всей 100-метровке оказалась недопустимой. И вот эти 90 метров пошли еще дополнительно. Такой большой штраф получился. Давайте ради интереса еще глянем на результаты, которые с отключенными режимами пропущенных и переносов. Просто ради интереса сравним результаты. Так, это у нас 3-я полоса. 4000. За счет чего произошел эффект? За счет того, что пошла другая нарезка. Другая нарезка. Ну, это, в общем-то, неправильная нарезка. Здесь, конечно, всегда должна начаться новый отсчет. Так, посмотрим по 4-й полосе. С послаблениями по 4-й полосе. А здесь все то же самое, потому что перекресток в конце, и он на нарезку не повлиял. А перенос самого перекрестка он не имеет никакого эффекта в данном случае, когда он в конце. Так, и посмотрим теперь без послаблений. Третья полоса без послаблений. Она у нас 13770, одинаково, идентично, потому что перекрестка нет и никаких, соответственно, переносов здесь не возникает, никакой разницы не возникает. По 4-й полосе тоже идентично. А сейчас вставка, которую мы сделали уже после завершения записи основной части этого видео. Покажем разницу в отчетах после реализации вот этого пункта о том, что все промежуточные между 10-метровками, которые идут на переделку, если между ними менее 60 метров, все промежуточные также идут на переделку. Так, начнем с полосы дорога 101, с полосы номер 3. Значит, у нас было 184,7, но мы видим, что у нас на переделку здесь ничего не шло, поэтому и разницы никакой возникнуть не должно. Да, 184,7 все точно так же остается. Если без послаблений, посмотрим. Здесь идут только соседние, но это также было и ранее. Здесь тоже ничего не поменялось. То есть на этой полосе у нас таких ситуаций не возникают. Все остается так же. Сейчас будем смотреть полосу номер 4. Итак, смотрим полосу номер 4. У нас было 490.6 метра. Смотрим, что у нас после модернизации получилось. 595,6. То есть увеличилось. И вот мы видим разницу, что здесь у нас было по 3 10-метровки выпадало. То есть вот у этих вот добавлялось соседние добавлялись. И теперь вот эти вот промежуточные также должны попасть, потому что 1, 2, 3, 4, 5 между ними. Вот как раз максимум 5. В таком случае промежуточные тоже выпадают, идут на переделку. Соответственно, у нас здесь вместо 3 вот это еще добавляется, 4 становится. И здесь вместо вот этих 3 еще 2 добавляются, становится 5. Можем посмотреть на то, как это в деталях Excel-версии выглядит.
Вот у нас детали в Excel версии. И мы видим, что вот у нас изначально вот эти выпадали на переделку. И раньше красненькими были только вот эти три. Сейчас добавилось еще вот это. И здесь были вот эти три. И добавились еще первые вот эти две 10-метровки. Становится 4,5. Так, теперь посмотрим с отключенными режимами. Добавление переноса. Ну, также 4,5 у нас здесь становится. 2 также осталось, как и было. Теперь без послаблений смотрим. Тоже 4,5 пошла разница. Ну, здесь тоже 4,5. Вот таким образом это себя проявило. Но это, кстати, хороший пример. Программа находится в бета-версии. То есть такие ситуации для нее естественны, что будут выявляться какие-то несоответствия со спецификацией. Что-то упустили, что-то не так считается, не так трактуется. Вот, поэтому мы всегда рады получить об этом сообщение и быстро исправим программу, чтобы все было в точности в соответствии со спецификациями Netivé Israel. Вот, ну, если вы такую неточность нашли, то, пожалуйста, указывайте, какой пункт спецификации вы считаете не соответствует программе. И пример тоже будет очень полезен, чтобы быстрее разобраться и исправить. Мы выпустим в кратчайшие сроки исправленную версию, и все будет замечательно. Потому что спецификация, конечно, очень написана непросто. Тут все разбросано по тексту. Удержать все это в голове довольно-таки сложно. Поэтому это еще раз только подчеркивает необходимость такого рода программ, которые все это четко учитывают и все правильно считают без человеческого фактора. Человеческий фактор очень силен в таких ситуациях. Очень запутанные условия, их очень много. Также перемешано там с другими проверками. Сформулировано довольно-таки запутанно. Так что пользуйтесь, пожалуйста, будьте эффективны и точны. Пользуйтесь программой Акусей. А сейчас давайте рассмотрим другой вариант этой же дороги, в которой один слой. Этот пример содержится в папке 101 почерк 2. Я уже открыл все файлы парами. Значит, это у нас с послаблениями. Основной вариант с 3 полосами для верхней. И папка 101.2. Одна полоса, тоже верхняя, с послаблениями. Дальше без послаблений. 3 полоса. 4 полоса с послаблениями. 4 полоса без послаблений. И также открыл Excel файлы парами. 3 полоса для 3 полосы с послаблениями. Вот здесь у нас 3 слоя, 1 слой. Вот мы видим один из одного. В названии закодировано. Сейчас покажу еще, обращу внимание. Здесь у нас вот, первая полоса из 3, то есть верхняя из 3, везде в имени файла, перед режимами закодировано. А здесь, соответственно, будет первая из одной. Давайте посмотрим. Мы видим здесь, что у нас всего лишь 87, было 4800, потому что гораздо меньше. По 100-метровкам, по 10-метровкам вообще нет расхождений. Все это из-за более слабых критериев. Давайте посмотрим. Значит, это у нас без послаблений. Сейчас
сначала вспомним, как у нас здесь было по критериям. Итак, у нас здесь было 3 полосы. И для нижней полосы вот критерии были на основе исходных средних значений измерений по 100-метровке. 2, 2, 2, 3, 21. И вот у нас здесь также эти значения мы видим. То есть с них также все начинается. Но, соответственно, из этой же колонки значения применяются. В то время как для верхнего слоя из 3 слоев еще шли дальнейшие ужесточения. Мы брали потом уже вот для верхнего отсюда. Поэтому здесь 1,5, 1,7, а здесь 2, 3, 21. То есть здесь на 0,5 значение выше, а здесь больше, чем на 1,5. Ну и, соответственно, все, что раньше укладывалось здесь в половину, оно обнуляется. Здесь 0,05 остается. Вот. А в последней строке то, что укладывалось в 1,51, обнуляется, соответственно, обнулилось. И для 10-метровок, в общем-то, то же самое, так как там все значения ровно на 1,5 больше просто. Как мы видим, в соответствии с настройками, у нас для 10-метровок просто на 1,5 все увеличивается. И, соответственно, здесь у нас было меньше 0,5, а здесь меньше 1,5. Поэтому тоже все обнулилось. И штрафов практически нет. Так, теперь давайте посмотрим без послаблений. Было 13770, стало в 2 раза меньше. Итак, за счет того, что у нас осталась только первая строка. Да, в ней вот уменьшилось наполовину. 1,33. И результат точно такой же. Дальше это обнулилось. И здесь тоже обнулилось. Соответственно, здесь еще выпадало. Здесь 90 метров тоже выпало. Пошло в штраф. А здесь не пошло. Так. Теперь давайте посмотрим для 4-й полосы. С послаблениями. 12755. 1743. Так, давайте взглянем здесь на критерии. Это у нас Excel-версия для одного слоя. Так, мы смотрим, что у нас среднее значение по первой 100-метровке 4,33. Это значит, что у нас должно на 1,8 уменьшиться требование. Да, 2,53. А было, начинали с 2,53 и потом последовательно ужесточали его. Потом 2, потом 1,7. 2, 1,7. То есть стало 1,7. Соответственно, разница 0,83 для первой строки. Вот у нас 0,98 минус 0,83, 0,15 получили. И, соответственно, такой штраф. А дальше в следующих строках у нас было 2, а здесь 1,5, то есть наполовину. В следующих 2 строках наполовину уменьшалось. И оно обнулилось.
потом еще 2,63. Было 1,7. То есть на 0,93 аж уменьшилось. И, соответственно, тоже обнулилось. Вот таким образом у нас по 100-метровкам только 10,2, но реально здесь по 10-метровкам образовались штрафы. То есть здесь тоже минус 0,83. Да, и минус 0,83, вот оно получилось 0,39, да. Эти обнулились. Вот, дальше минус 0,5, соответственно 0,37 и 0,21 остались. И вот мы получили такой штраф. Все правильно. И без послаблений. 18 400 2700. Ну, в общем-то также минус 0,83, да, 0,15, здесь минус 0,5, а здесь минус 0,93. В последней строчке немножко по-другому. Сейчас посмотрим. Да, в последней строчке немножко по-другому, потому что у нас там перекресток был, и откидывались с послаблениями последние 40 метров, а здесь они учитываются. И это привело к тому, что я открыл файл, который для 3 слоев, к тому, что у нас средняя оказалась лучше, чем была. 3,82, а было 4,43. То есть, казалось бы, наоборот, перекресток должен был ухудшить, но оказалось наоборот. И поэтому критерии у нас здесь оказались такие же, как и в предыдущих строках, в точности, то есть наполовину должно уменьшиться. 0,95 минус половина 0,45. А по 10-метровкам у нас все то же самое должно быть. Да, в точности точно так же. Потому что последняя строка у нас в 10-метровках не создает никаких проблем. Вот таким образом у нас увеличился штраф без послаблений до 2 почти с половиной тысяч шекелей. Вот таким образом у нас работают настройки слоев и определяются критерии по слоям в зависимости от их материалов для существующих дорог. Ну и в данном случае результаты все вот для одного слоя, соответственно, верхнего слоя, они идентичны для случая с 3 слоями и нижнего из них, либо с 2 слоями нижнего из них. То есть всегда То есть это всегда соответствует нижнему слою. Просто когда он один, то он совпадает и с верхним. Вот таким образом мы рассмотрели пример отчетов, как они вычисляются по существующим дорогам. На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.